Что, если под пирамидами Гизы скрыто нечто, что перевернет всю нашу историю? Древние тексты говорят о запретных подземных залах, где хранятся знания исчезнувшей цивилизации. Современные технологии подтверждают, там действительно есть огромные пустоты. Но почему их до сих пор не исследуют? Что они так яростно скрывают? Ответ в этом ролике. Пристегивайтесь, будет интересно. Что мы о них знаем? Они стоят здесь уже 5000 лет. Молчаливые, непреклонные, хранящие тайны, которые человечество до сих пор не может разгадать. Великие пирамиды Гизы — единственная из 7 чудес света, дожившие до наших дней. Но знаем ли мы о них правду? Или все, во что мы верим, лишь вершина гигантского, затерянного во тьме веков айсберга? Каменные исполины, сложенные из миллионов блоков, некоторые из которых весят больше, чем 2 современных танка. Как? Как люди без машин, без железа, без даже простого колеса в нашем понимании смогли поднять эти глыбы на высоту 50-этажного небоскреба? Как они подгоняли каждый камень с точностью до 1/20 дюйма? Современные инженеры ломают голову, а древние строители просто сделали это. Но самое загадочное не то, что на поверхности, а то, что скрыто под ней. Пирамида Хеопса, самая большая из 3, внутри не просто груда камней. Это сложный, продуманный до мелочей механизм. Узкие шахты, ведущие в никуда. Камеры, расположенные с необъяснимой точностью. Тоннели, которые словно указывают на звезды. Кто-то скажет, это гробница, но почему тогда в ней нет ни одной надписи, ни одного имени, ни одного намека на фараона? Почему саркофаг в так называемой камере царя был пустым, когда его впервые вскрыли? А что, если пирамиды не гробницы вовсе? Есть вещи, которые не вписываются в официальную историю. Например, почему блоки облицовки, когда-то покрывавшие пирамиду, подогнаны так идеально, что между ними нельзя просунуть даже лезвие? Современные технологии не позволяют добиться такой точности без компьютерного моделирования. Но откуда у древних египтян были компьютеры? Или вот еще вопрос, почему все пирамиды выровнены по сторонам света с погрешностью, которая сегодня достижима только с помощью спутников? Как они это сделали? Кто им помог? А может, им и не нужно было помогать? Может, мы просто недооцениваем тех, кто жил до нас? Но самое тревожное даже не это. Ученые признают, мы изучили пирамиды максимум на 30%. Остальное — темная зона. Лабиринты, о которых писали еще античные историки. Полости, обнаруженные сканерами, но до сих пор не вскрытые. Подземные залы, упоминания о которых встречаются в древних текстах, но которые так и не нашли. Что там? Зачем древние так тщательно прятали это? И охраняют ли эти тайны до сих пор? Каждый камень здесь кричит безмолвным вопросом. Каждый проход шепчет: «Ты не должен знать». Но мы все равно будем копать. Потому что правда где-то там, глубоко. И она ждет. Что уже находили? Пирамид — лишь верхушка айсберга. Настоящие сокровища скрыты там, куда не проникает солнечный свет. В XIX веке археологи впервые проникли в узкие шахты пирамиды Хеопса. То, что они обнаружили, поставило больше вопросов, чем дало ответов. Тесные туннели, ведущие вверх под углом в 45 градусов. Куда? Зачем? Эти проходы слишком узки для человека, но идеально выровнены по звездам. Один указывает на пояс Ориона, другой — на полярную звезду. Совпадение? Или часть грандиозного замысла, смысл которого мы до сих пор не понимаем? А что насчет таинственной камеры царицы? В ней ничего не нашли? Пустота, гладкие стены без единой надписи. Но почему тогда в этой комнате есть 2 вентиляционные шахты, которые, по мнению ученых, совсем не похожи на вентиляционные? Современные исследования показали, эти узкие каналы могли быть частью сложной системы, возможно, даже энергетической. Но какой? В 2017 году мир облетела сенсация. В пирамиде Хеопса обнаружили гигантскую пустоту длиной более 100 футов. Она скрывалась прямо над большой галереей, но добраться до нее невозможно без разрушения древних структур. Что там? Еще одна камера? Тайное хранилище? Или нечто, что перевернет наши представления о пирамидах? Но самые загадочные находки ждали исследователей не внутри пирамид, а под ними. В начале 20 века археологи наткнулись на подземные тоннели под плато Гиза. Эти ходы вели вниз, в непроглядную тьму. Местные рабочие отказывались спускаться туда, говоря о древних проклятиях. Ученые все же проникли внутрь и обнаружили нечто необъяснимое. Идеально гладкие стены из черного базальта, обработанные с такой точностью, которую невозможно повторить даже сегодня. Кто построил эти коридоры? Куда они ведут? Почему египетские власти закрыли доступ к ним уже много лет? Еще более странная история связана с подземными камерами под Сфинксом. В 90-х годах сейсмические исследования выявили обширные полости под его лапами. Японские ученые подтвердили, там есть что-то большое. Но как только начались раскопки, их внезапно остановили. Официальная причина — угроза обрушения. Неофициально. Кто-то очень не хочет, чтобы мы узнали, что там скрыто. А что насчет легендарного лабиринта, описанного Геродотом?
Древнегреческий историк писал о гигантском подземном комплексе с 3000 комнат, расположенном где-то под пирамидами. Современные радары действительно обнаружили аномалии, указывающие на обширные пустоты под плато Гиза. Но ни одну из них так и не исследовали. Почему? Каждая находка под песками Гизы как кусочек пазла, который не вписывается в общую картину. Слишком совершенные технологии, слишком загадочные артефакты, слишком много запретов на исследования. Что скрывают от нас эти древние стены? Может быть, правду о нашем прошлом, которая изменит все? Пирамиды стоят на своем месте уже тысячи лет. Ну а если вы хотите, чтобы ваш дом простоял не меньше, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг. От проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. А мы продолжаем погружаться дальше. Новые технологии, новые открытия. Мы стоим на пороге революции. То, что было скрыто тысячелетиями, начинает открываться перед нами благодаря технологиям, которые еще вчера казались фантастикой. Древние тайны пирамид больше не могут сопротивляться всевидящему оку современной науки. Но готовы ли мы к тому, что они нам покажут? В 2020 году международная команда ученых запустила проект Scan Pyramids. Масштабное исследование с использованием мюонной томографии. Это технология, позволяющая буквально просвечивать каменные громады, словно рентгеном. И первые же результаты ошеломили научное сообщество. В глубинах пирамиды Хеопса обнаружились неизвестные пустоты. Огромные пространства, о существовании которых никто не подозревал. Одна из них длиной около 130 футов расположена прямо над большой галереей. Современные лидары, способные проникать сквозь землю на десятки футов, выявили целую сеть подземных туннелей. Эти ходы расходятся в разных направлениях, словно ветви гигантского подземного дерева. Куда они ведут? К скрытым камерам? К легендарному лабиринту, описанному Геродотом? Ответа пока нет, потому что большая часть этих туннелей до сих пор не исследована. Еще более интригующие данные пришли от тепловых сканеров. В 2016 году тепловизионное сканирование пирамиды Хеопса выявило аномальные температурные точки. Несколько блоков в нижних рядах пирамиды были значительно теплее окружающих. Что это? Скрытые полости, древние механизмы или следы неизвестных технологий, работающих до сих пор? Но самый поразительный прорыв случился в 2023 году, когда ученые применили квантовые гравиметры для изучения территории вокруг сфинкса. Эти сверхчувствительные приборы обнаружили под его массивными лапами огромную подземную структуру, возможно, зал или даже комплекс помещений. Размеры поражают. По предварительным данным, это пространство может быть сопоставимо с самим сфинксом. Почему его до сих пор не раскопали? Кто мешает нам узнать правду? Технологии не стоят на месте. Каждый год появляются новые методы исследования. Нейросети, анализирующие древние тексты в поисках скрытых подсказок. Квантовые компьютеры, рассчитывающие невероятную точность строительства. Даже спутники, способные находить аномалии под толщей песка. Но вместе с новыми возможностями приходят и новые вопросы. Почему некоторые зоны под пирамидами остаются закрытыми для исследований, несмотря на все технологические достижения? Что скрывают так тщательно? И главное, готово ли человечество к тому, что может быть обнаружено? Древние строители оставили нам послание, зашифрованное в камне. И теперь, благодаря новым технологиям, мы наконец-то начинаем его читать. Но что мы увидим, когда последняя страница будет перевернута? Куда не пускают ученых? Плато Гиза — это не просто археологическая площадка. Это территория, где наука сталкивается с необъяснимыми запретами. Возьмите так называемую камеру Осириса. Подземное помещение глубиной более 100 футов, обнаруженное в 90-х годах. Доступ туда был открыт ровно один раз для съемок документального фильма. Потом вход запечатали. Навсегда. Что там увидели? Почему больше никого не пускают? Официальные объяснения звучат неубедительно. Опасность обрушения и сохранность памятника. Но почему тогда первоначальные исследователи говорили о странных металлических предметах, найденных в камере? Еще более загадочная история с тоннелями под сфинксом. В 1993 году группа исследователей во главе с доктором Захи Хавасом обнаружила под его лапами сеть подземных ходов. Раскопки начались с большим энтузиазмом, но внезапно были остановлены. Все данные засекретили. Участников экспедиции заставили подписать документы о неразглашении. Что они нашли? Почему даже спустя 30 лет эти материалы остаются под замком? А что насчет западной шахты пирамиды Хеопса? В 2002 году туда отправили робота с камерой. После нескольких футов прохода аппарат уперся в небольшую дверцу с медными ручками. Ее просверлили, и за ней оказалась еще одна дверца. Затем исследования прекратили. Больше попыток не было. Что скрывают эти таинственные преграды? Почему египетские власти запретили дальнейшее изучение? Самый тревожный вопрос. Кто на самом деле принимает решение о доступе к этим зонам?
Известны случаи, когда независимые исследователи получали разрешение на работу, но в последний момент их отзывали без объяснений. Археологические группы внезапно отзывали с объектов. Оборудование конфисковывали. Причем происходило это именно тогда, когда ученые приближались к чему-то важному. Есть версия, что под плато Гиза существует целый подземный город. Древние тексты говорят о зале записей, хранилище знаний погибшей цивилизации. Современные сканеры действительно показывают огромные пустоты на глубине более 300 футов. Но ни одна экспедиция туда не допущена. Что может быть настолько ценным или опасным, что его нужно скрывать в 21 веке? Технологии, способные перевернуть наше понимание истории, доказательства существования неизвестной цивилизации или нечто, что поставит под вопрос сами основы нашей культуры. Каждый запрет, каждая закрытая дверь только подогревает интерес. Но главный вопрос остается: кто хранит эти тайны? И главное, зачем? Библиотека Атлантиды или портал? Когда официальная наука заходит в тупик, рождаются теории, способные перевернуть все, во что мы верили. Пирамиды Гизы не просто гробницы или астрономические инструменты. Возможно, мы стоим перед величайшим артефактом исчезнувшей цивилизации, хранящим тайны, которые изменят судьбу человечества. Представьте на мгновение, а что если под плато Гиза действительно находится легендарный зал хроник, та самая библиотека Атлантиды, о которой писал Платон? Древние тексты утверждают, что где-то здесь спрятаны кристаллы с записью знаний погибшей цивилизации. Но есть гипотезы, и более смелые. Некоторые ученые обращают внимание на странные энергетические аномалии внутри пирамид. В определенные дни года в камере царя фиксируются необъяснимые всплески электромагнитной активности. Что если пирамиды — это древние энергетические установки или даже порталы? Ведь их расположение точно повторяет пояс Ориона, а шахты направлены на конкретные звезды. Совпадение? Слишком много совпадений для простой усыпальницы. Еще более шокирующую версию выдвинули физики, изучавшие акустические свойства пирамид. Оказалось, что конструкции идеально резонируют на определенных частотах. При этом внутренние камеры усиливают звук определенным образом, создавая эффект, который современная наука не может полностью объяснить. Быть может, древние жрецы использовали это для чего-то большего, чем простые религиозные ритуалы? Альтернативные исследователи идут еще дальше. Они указывают на точнейшую ориентацию пирамид по сторонам света, на их невероятные математические пропорции, повторяющие золотое сечение и число π. Такое впечатление, что строители обладали знаниями, которые человечество открыло лишь тысячелетия спустя. Самое тревожное — это странные совпадения в мифологиях разных народов. Шумеры, майя, египтяне — все они рассказывают о богах, сошедших с небес и подаривших людям знания. И везде фигурируют пирамидальные структуры. Что, если это не метафора? Официальная наука отвергает эти теории, называя их фантазиями. Но почему тогда каждый новый технологический прорыв лишь добавляет вопросов? Почему чем больше мы изучаем пирамиды, тем меньше понимаем? Возможно, правда ошеломляет настолько, что мы просто не готовы ее принять. А пирамиды продолжают хранить свои секреты, ожидая того дня, когда человечество дозреет до главного откровения. Остается один вопрос: что страшнее, узнать эту правду или так и остаться в неведении? Что скрыто уже 5000 лет, и когда мы это узнаем? Великие пирамиды словно бросают нам вызов. Мы стоим у их подножия, обладая технологиями будущего, но все еще не можем разгадать тайны прошлого. Что же на самом деле скрыто в этих древних стенах? И главное, когда человечество наконец получит ответы? С каждым годом технологии позволяют заглянуть все глубже в сердце этих сооружений. Мионные сканеры, квантовые гравиметры, нейросети, анализирующие малейшие аномалии — все это приближает нас к разгадке. Ученые обещают, что в ближайшие 5-10 лет мы сможем просветить пирамиды полностью, не повреждая их. Но готовы ли мы к тому, что обнаружим? Есть тревожное предчувствие, что истина может оказаться слишком неудобной. Что, если под песками Гизы лежат доказательства существования цивилизации, значительно превосходившей нашу? Или технологии, которые перевернут все представления о древнем мире? Возможно, именно поэтому доступ к ключевым зонам до сих пор ограничен. Но запреты не могут длиться вечно. Уже сейчас международные команды исследователей готовят новые проекты. В ближайшие годы планируется масштабное сканирование всего плато Гиза с использованием самых современных приборов. Ученые хотят составить полную 3D-карту подземных структур. И если обнаружатся те самые легендарные залы, ничто уже не остановит человечество в поисках правды. Остается главный вопрос: почему древние строители так тщательно спрятали эти знания? Может быть, они ждали, когда мы станем достаточно мудрыми, чтобы ими воспользоваться? Или наоборот, пытались защитить нас от чего-то страшного? Готовы ли мы к этой встрече с нашей собственной историей? Ответ нам предстоит узнать гораздо раньше, чем кажется. Возможно, уже при нашей жизни.
И когда этот день настанет, мир уже никогда не будет прежним. Иногда археология бросает вызов самой науке. И чаще всего это происходит именно в Египте. Вокруг пирамид Гизы находили предметы, которые не просто удивляют. Они выбивают почву из-под ног у любого, кто хоть немного знаком с официальной историей. Артефакты, существование которых невозможно объяснить в рамках традиционных представлений о технологиях древнего мира. Одной из самых загадочных находок считается так называемый диск Саккара. Он был обнаружен в 1936 году в захоронении чиновника Имхотепа недалеко от плато Гиза. Это каменный диск с идеально вырезанными лопастями, напоминающий современное колесо турбины. Он выполнен из сланца, хрупкого материала, который невозможно обработать без специализированного инструмента. Ученые до сих пор спорят, что это, ритуальный объект, деталь механизма или артефакт, пришедший из эпохи, когда у людей уже были знания, недоступные нам сегодня. А как насчет фигурки из Абидоса, изображающей нечто, напоминающее вертолет? Или других летающих символов, высеченных на стенах храма Сети I? Случайное совпадение форм? Или воспоминание о чем-то, что люди когда-то действительно видели? И это еще не все. В одной из расчищенных шахт под плато Гиза в начале 2000-х археологи наткнулись на металлический прут, вмурованный в известковый блок. Анализ показал, состав этого металла не соответствует ни одному из известных металлургических процессов Древнего Египта. Но как он оказался там, глубоко внутри древней кладки? Даже простая стеклянная бусина, найденная в слоях возрастом более 5000 лет, ставит ученых в тупик. По всем данным, технология создания прозрачного стекла появилась гораздо позже. Так откуда она взялась здесь? Каждый такой артефакт, как голос из глубины веков, который говорит нам: «Вы не все знаете». Эти предметы нарушают стройность исторической картины, как трещина на идеальной фреске. Но если такие артефакты действительно существуют, то главный вопрос: кто их создал? Если взглянуть на пирамиды с высоты птичьего полета, или лучше сказать, с орбиты, перед вами предстанет удивительная картина. Расположение трех главных пирамид Гизы точно повторяет 3 звезды пояса Ориона. Причем не текущее расположение, а такое, каким оно было более 10 тысяч лет назад. Совпадение или намеренный расчет? А теперь представьте, нужно не просто увидеть этот небесный рисунок, но и спроектировать на его основе гигантские сооружения. Каждое смещение, каждая ошибка на небе — это десятки футов отклонения на Земле. Но в Гизе все точно. Более того, все 3 пирамиды идеально выровнены по сторонам света, с погрешностью менее 3 минут дуги. Даже современные инженеры с GPS и лазерными теодолитами не всегда добиваются такой. Но самое интригующее — это циклы прецессии. Земля совершает медленное осевое вращение, и звездное небо меняется. Чтобы понять, как выглядело небо 10 тысяч лет назад, нужны глубокие знания астрономии и математики. И все это якобы имели древние египтяне, у которых не было даже телескопа. Некоторые исследователи уверены, пирамиды — это застывший календарь. Их ориентация и взаимное расположение фиксируют важные астрономические моменты — солнцестояние, равноденствие, перемещение звездных систем, камни, из которых они сложены, как страницы огромной книги, написанной не чернилами, а геометрией. Особое внимание заслуживают так называемые вентиляционные шахты. Они не вентилируют ничего. Но каждая из них точно направлена на ключевую звезду. Та, что в камере царя, указывает на Аль-Нитак, одну из звезд пояса Ориона. А шахта камеры царицы — на Сириус, священную звезду египтян. Почему? Что они хотели этим сказать? Может быть, пирамиды — это не только памятник ушедшей цивилизации, но и послание тем, кто придет после. Картографическая капсула времени, рассчитанная на эпохи, а не на века. Вопрос в том, кто ее отправил. Сами египтяне никогда не утверждали, что построили пирамиды. Их тексты, наоборот, часто говорят о временах Зептепи, эпохе богов, предшествующей человеческой истории. Фараоны лишь восстанавливали старые храмы, поднимали обелиски и облагораживали уже существующие структуры. Но кто создал все изначально? Некоторые ученые предполагают, что пирамиды могли быть унаследованы от предыдущей цивилизации. Цивилизации, которая была уничтожена катастрофой, войной или другим глобальным событием. Остались лишь следы, каменные гиганты, несущие в себе знания, которых мы даже не понимаем. Археологические слои под плато Гиза показывают странные разрывы, как будто культурные следы резко исчезают, а потом появляются снова, но уже с другими технологиями и архитектурой. Между ними-то пустота. Кто ее заполнил? Геологические анализы оснований пирамид и сфинкса показывают эрозию, характерную не для пустыни, а для продолжительных ливней. Такие дожди в Египте могли быть только более 10 тысяч лет назад, задолго до появления официальной египетской цивилизации. Значит, сфинкс, возможно, самый старый памятник на Земле, и он явно старше пирамид. В этом свете египетская культура выглядит не как точка отсчета, а как наследник. Как будто кто-то передал им флаг, построил основу, оставил послание, а потом исчез. Куда делись эти следы? Почему не осталось ни одного имени, ни одного изображения?
Возможно, они не ушли. Возможно, они просто наблюдают или ждут. Древнеегипетские жрецы были не просто религиозными деятелями. Они были носителями знаний, хранителями тайн, владельцами информации, которую простым людям знать не полагалось. Их власть держалась не на мечах, а на понимании устройства мира. Сохранилось множество папирусов, каменных табличек и текстов, но большая часть так и не переведена или хранится в закрытых архивах. Многие документы, найденные в храмах, содержат указания на сокровенные знания, тексты света и устройство небесной машины. Что это? Метафора или описание реальных технологий? В храме в Дендерах есть рельефы, изображающие нечто, похожее на лампы, соединенные проводами. В Луксоре каменные блоки с изображением, похожим на сердце, заключенное в сложный механизм. Жрецы говорили, что это символ передачи жизненной силы. Но почему эти изображения так напоминают электромагнитные схемы? Некоторые исследователи уверены, жрецы хранили остатки знаний, доставшихся от предшественников. Они пользовались ими, не понимая до конца сути, как дети, нашедшие планшет в развалинах. Но главное, они скрывали эти знания от всех остальных. Существуют упоминания о запретных залах в храме Карнака, куда не имели доступа даже высокопоставленные фараоны. Эти помещения были известны лишь узкому кругу посвященных. Что там хранилось? Может быть, мы ошибаемся, считая пирамиды вершиной египетской мысли? Возможно, они ключ к гораздо более глубокой и древней системе. И только те, кто обладал знанием жрецов, понимали, как этим пользоваться. Жаль, что они ушли, не оставив нам инструкций. Мы прошли путь от гигантских каменных блоков до теорий об исчезнувших цивилизациях, от простых туннелей до возможных порталов в иные миры. Пирамиды Гизы — это не просто архитектура, это многослойная головоломка, ключи к которой разбросаны по всей истории человечества. И вот мы стоим на пороге последнего вопроса. А что, если все эти загадки — части одной картины? Что, если подземные залы, астрономические выравнивания, странные артефакты и молчание властей указывают на одну простую вещь? Человечество когда-то уже поднималось на недосягаемую высоту и падало? Может быть, пирамиды — это не просто памятники прошлого, а предупреждение будущему? Каменные сторожа, призванные напомнить, вы уже были здесь, и вы уже потеряли все. Именно поэтому знания спрятаны так глубоко, именно поэтому их охраняют. Потому что не каждый, кто найдет, сможет правильно использовать. И, возможно, не все тайны предназначены для того, чтобы быть раскрытыми, но истина все ближе. Она уже под нашими ногами, в каждом кусочке скальной породы, в каждом эхе сканера, в каждом тексте, который мы еще не расшифровали. Она рядом. И когда мы, наконец, прикоснемся к последнему элементу этой головоломки, останется только один вопрос. Сможем ли мы пережить правду, которую так долго искали? Друзья, мы с вами лишь приоткрыли завесу над величайшей тайной человечества. Но сколько еще нераскрытых секретов хранят древние камни? Если вы хотите первыми узнавать сенсационные открытия и разгадывать тайны прошлого вместе с нами, жмите подписаться, чтобы не пропустить новый ролик. Истина всегда где-то рядом, и мы обязательно ее найдем.